Всем привет, я Стася, и в этом видео я покажу, как сделать вот такую классную бабочку из бисера в технике крестик. Ставь лайк, если любишь бисер, и подписывайся на канал, чтобы не пропустить новинки. А мы начинаем. Для фигурки я выбрала бисер номер 10. Вот таких цветов: розовый, голубой, фиолетовый, темно-фиолетовый и черный. Плести будем на прозрачной леске с сечением 0,22 мм. Вам понадобится 80 см лески. Для того, чтобы вам было все видно, я буду плести на черной леске. Вот она, наша схема. Плетение начинаем с нижней части левого крыла. Набираем бусины для первого звена, 2 розовые и 2 фиолетовые. Отделяем 2 фиолетовые и 1 розовую, а через крайнюю розовую пропускаем леску крест-накрест. Затем сравниваем концы лески между собой и затягиваем эту бусинку на середину лески. Оба конца лески должны быть одинаковой длины. Второе звено. Берем леску с левой стороны и набираем на нее 1 фиолетовую, розовую и 3 фиолетовые. Затем отодвигаем 3 фиолетовые и розовую. Берем леску с левой стороны и ее концом проходим через розовую бусинку по направлению от нашего крестика. Вот так. И затягиваем. Третье звено. На любой из концов лески набираем 1 розовую бусину. Ее переплетаем крест-накрест и затягиваем к нашему плетению. Далее визуально делим леску на нижнюю и на верхнюю. Четвертое звено будем плести с помощью верхней лески. Для того, чтобы сделать разворот в четвертом звене, нужно взять леску с верхней части и набрать на нее 2 фиолетовые и розовую бусины. Отделяем 2 фиолетовые бусины, розовую переплетаем крест-накрест. Аккуратно подтягиваем бусинку. Далее берем леску с левой стороны и пропускаем конец этой лески через боковую розовую бусину первого звена сверху вниз. Вытягиваем леску. Пятое звено. Левую часть лески пропустили через розовую бусинку первого звена, а на правую часть лески нужно набрать 2 розовые. И далее переплести розовую бусинку. Шестое звено. На левый конец лески набираем 1 фиолетовую бусину, а на правый конец лески 2. Та часть, на которой 2 бусинки, крайнюю бусинку переплетаем. Чтобы сделать разворот в нижней части крылышка, визуально делим лески на правую и на левую, для того, чтобы не ошибиться. Седьмое звено и поворот. На левую половину лески набираем сиреневую, темно-фиолетовую и 3 сиреневых. Темно-фиолетовую бусину переплетаем крест-накрест. Левая половина лески, бусинки. Отодвигаем 3 сиреневые и остаются только темно-фиолетовая и сиреневая. Концом левой лески проходим через темно-фиолетовую бусину по направлению от основной части плетения к краю.
И далее подтягиваем леску. Восьмое звено. На любой из концов лески набираем одну темно-фиолетовую бусину. Далее леску делим на нижнюю часть и на верхнюю. Девятое звено будем плести с помощью нижней лески. На нижнюю часть лески набираем 2 сиреневые и одну темно-фиолетовую. Темно-фиолетовую бусину переплетаем крест-накрест. Далее берем леску с левой стороны и пропускаем ее конец через боковую фиолетовую бусину с 6-го звена снизу вверх. Вытягиваем леску. Чтобы сплести 10-е звено, берем леску с правой стороны. Набираем на нее 2 фиолетовые бусины. Левая леска была переплетена через боковую бусину. А крайнюю фиолетовую бусину нужно будет переплести крест-накрест. Далее берем леску с левой стороны и пропускаем ее снизу вверх через боковую розовую бусину 5-го звена. Подтягиваем леску. И на этот же конец лески, который выходит из розовой бусины, мы будем набирать бусины для 11-го звена. Леску пропустили через розовую и на нее же набираем 2 фиолетовые. Крайнюю фиолетовую переплетаем крест-накрест. Затем, чтобы у нас с вами получился разворот в плетении, нам нужно разделить лески на нижнюю часть и на верхнюю. И на верхнюю леску будем набирать бусины для 12-го звена. Одна черная, одна фиолетовая и одна черная бусина. Далее берем леску с левой стороны и ее концом проходим через боковую фиолетовую бусину 11-го звена сверху вниз и подтягиваем леску. А на правую леску набираем бусинки 13-го звена. Левую леску пропустили через боковую. На правую набираем одну фиолетовую и одну черную. Черную бусину крест-накрест. Снова берем леску с левой стороны и пропускаем ее через сиреневую бусину 9-го звена сверху вниз. Для того, чтобы сделать поворот в 14 звене, берем леску с нижней части и на нее набираем бусины. Левую проплели, на нижнюю часть лески набираем одну черную и одну сиреневую бусину. Сиреневую бусину переплетаем крест-накрест. Пятнадцатое звено. На нижнюю часть лески набираем одну сиреневую, а на верхнюю часть лески 2 темно-фиолетовых. Крайнюю фиолетовую переплетаем крест-накрест. 16 звено мы будем плести с помощью нижней части лески. На эту леску нужно набрать одну темно-фиолетовую и 3 сиреневые бусины. Темно-фиолетовую переплетаем. 3 сиреневые отодвигаем. Концом этой же лески проходим от плетения к краю через фиолетовую бусину. Придвигаем бусинку поближе и затягиваем конец лески. 17 звено. Берем леску с правой стороны и набираем на нее одну сиреневую и одну фиолетовую. Фиолетовую переплетаем крест-накрест. Чтобы сплести 18 звено, мы берем правую часть лески. Набираем на нее
одну фиолетовую, розовую и фиолетовую. Фиолетовую переплетаем крест-накрест, делаем разворот справа налево. Далее, чтобы сплести 19 звено, мы сначала берем леску с нижней части и проходим ее концом справа налево через темно-фиолетовую бусину. Вытягиваем леску. Затем концом этой же лески мы проходим через фиолетовую бусинку 13 звена снизу вверх. Таким образом, одна леска должна выходить через фиолетовую бусину 18 звена, а вторая леска должна выходить через фиолетовую бусину 13 звена. Как это выглядит на схеме? Леска выходила снизу из фиолетовой бусины. Мы пропустили ее через верхнюю бусину 15 звена, затем через боковую бусину 13. И чтобы сплести 19 звено, нам надо просто набрать на любой из концов лески фиолетовую бусину и переплести ее крест-накрест. Далее берем леску с левой стороны и пропускаем ее снизу вверх через боковую фиолетовую бусину 12 звена. 20 звено, левую часть лески пропустили и на нее же набираем одну фиолетовую и одну розовую, где розовую переплетаем. Берем нижнюю часть лески, выходящую из розовой бусины, и пропускаем ее конец через розовую бусинку слева направо. Вытягиваем. 21 звено будем плести на леске, выходящей справа. Мы ее пропустили через нижнюю бусину розовую. И далее на нее набираем 2 розовые и 2 фиолетовые. И розовую мы будем переплетать крест-накрест. Отодвигаем розовую и 2 фиолетовые. Концом лески, на которой бусины, проходим по направлению от плетения к краю через розовую бусину. Подтягиваем бусинку к плетению и затягиваем леску. Получился крестик. 22 звено. На любой из концов лески набираем одну розовую и ее переплетаем. Для того, чтобы сделать поворот 23 звена, берем леску с левой стороны. Набираем на нее 2 фиолетовые и одну розовую бусину. И розовую бусину переплетаем крест-накрест. Двадцать 24 звено. Берем леску, выходящую с нижней части, пропускаем ее через верхнюю розовую бусину предыдущего ряда, вытягиваем. Далее на эту же леску набираем одну фиолетовую и розовую. Розовую крест-накрест. Подтягиваем. Затем берем леску с левой стороны и плетем последнее 25 звено. Набираем на нее 3 фиолетовые бусины и завершаем плетение. Затем просто завязываем 2 узелка. Первый и второй. Отрезаем лишнюю леску ножницами. Концы лески можно запаять с помощью огня, но делать это нужно очень аккуратно, чтобы плетение не распустилось.
Для того, чтобы сделать вот такую объемную бабочку, вам нужно будет сплести еще одну такую же половинку, а затем эти половинки сшить между собой. Если вы не знаете, как сшивать половинки, под этим видео есть обучающее видео, как сшить две половинки фигурки. И в результате у меня получилась вот такая объемная бабочка и маленькая плоская бабочка. Ставь лайк, если понравилось, как это сделать. Подписывайся на мой канал и нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я желаю вам творческих успехов, вдохновения и отличного настроения. До новых встреч в моих новых видео. Пока!